Друзья мои, в этом видео я вам покажу один из самых интересных и самых красивых проектов, который мы сделали. И появление этого проекта очень интересное. Вы помните наше видео, где мы презентовали свою торговую марку Гарна. Видели наш катамаран. Приехал клиент, который интересовался покупкой большого катамарана. После этого он зашел к нам на Гарну. Был вечер, мы включили подсветочку, включили музычку, проигрыватель. Помните, у нас проигрыватель стоял. Он сел и говорит: продай эту лодку, я хочу эту яхту. А я как-то был еще не готов, вот как-то просто психологически. Я говорю: слушай, давай мы тебе сделаем. Он говорит: я хочу, вот, чтобы была вот такая же лодка. Но в итоге получилась яхта даже красивее и даже более интереснее и лучше сделанная. Поэтому сегодня у нас кастомайзинг под торговой маркой Гарна. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Давайте посмотрим. Здесь такое количество мелких улучшений, замен и так далее. Эта лодка, наверное, топ of the топ. И если вы меня спросите, буду ли я еще раз такое делать со своей командой, ну, наверное, нет, потому что это огромный был ресурс потрачен, человеческий, временной на это. Но эта лодка действительно получилась такое произведение искусства, скорее всего, чем товар. То есть вы уже можете видеть, у нас здесь другие кранцы. Мы полностью поменяли отделку корпуса, поменяли все полоски и так далее, и так далее, и так далее. Да, конечно, палуба, трапик другой, там электротузик. Установили большой гриль. Посмотрите на эти панели, они действительно огромные, с красивой нержавеющей рамой. Здесь действительно потрачено огромное количество времени, усилий всей нашей команды. Пошли посмотрим. И давайте заглянем, чего у нас есть в моторном отсеке, кроме мотора. Мы сразу видим акустическую защиту. Она трехслойная идет в некоторых местах, то есть идет сначала виброфильтр, потом вот такая яичная ячейка. У нас здесь полностью покрыто, и основные плоскости покрыты здесь. То есть мы уменьшили звук мотора, уменьшили вибрацию. Лодка теперь работает просто, ну, как бусечка, как бусинка, я бы сказал. Звук мотора теперь стал намного приятней, скажем так. Далее мы видим, у нас здесь литиевые батареи Victron. Мы те сдали, эти поставили. Инвертор на 3 киловатта достаточный, потому что у нас здесь, ребята, еще стоит дизель-генератор. Кроме того, здесь у нас разместился опреснитель Aquabase, хорошая французская фирма. Они являются поставщиками ВМС Франции, на траулеры ставят. И есть у них серия Aquabase, это именно для яхтенного флота. Кроме того, мы видим здесь контроллеры, которые работают с нашими солнечными панелями. То есть здесь все электрическое оборудование разместилось. Двигатели Volvo Penta. Кроме этого, мы можем поставить Yanmar, Nani, то есть все, что вы хотели бы. Давайте заглянем сразу в другой моторный отсек левого борта. И быстренько я вам покажу, что там есть. Опять же, звукоизоляция. Посмотрите, здесь просто ее дофигища, да, ребят. Это действительно тяжело все это делать. И здесь притаился дизель-генератор Cummins на 7 киловатт. Made in USA. Хорошая, надежная штука. 7 киловатт для этой лодки вполне предостаточно. Хотя, конечно, если хозяин врубит все, мы можем положить и его. И, друзья мои, поскольку эта лодка является sister-ship нашей Гарны, то есть это Гарна 2, по сути, вы увидели, что здесь полностью покрыто все пробкой.
И здесь мы применили новое покрытие, которое вот недавно появилось перед сдачей этой лодки. Оно чуть подороже, но имеет более мелкую консистенцию. Оно больше похоже все-таки на тик. При том, что эта пробка, она легко моется, мягенькая, приятненькая. Поэтому эта лодка действительно получилась лучше, чем моя. И я немножко как бы завидую. Все, опять же, по заранее оговоренному плану. Электроутки мы здесь поставили, которые подтягивают канаты. Как вы знаете, я их назвал Family Saver. То есть обычно супруга занимается маневрами с муринг-лайном, и, соответственно, ей не нужно надрывать свою прекрасную спинку. В отличие от нашей лодки, мы оставили утки и заводские. То есть у нас здесь два комплекта уток. Одна электрическая, другая обычная. Мы можем теперь завести и шпринги, и дополнительные муринги. Этим очень активно пользуются. И обратите внимание вот на эту часть. Мы заказали серые подушки, потому что наш дизайнер-декоратор подбирал декор для этой яхты. Очень много оранжевого, и вот серый очень хорошо сочетается с оранжевым. Вот эти декоративные подушечки, это уже наша отсебятина. Получилось классно, потому что они предназначены для экстерьерного использования. И мы поменяли обычный барабан, который шнурком, да, фурлинем скручивается. Мы поменяли на электроскрутку Факнор. Она подходит полностью по размерам. И, конечно, наши прекрасные карбоновые паруса Magnifique. Наверное, это вообще самое красивое, что есть в этой лодке. И, друзья мои, самая дорогая и самая долгожданная опция – это фурлер-бум электрический, гик со скруткой. И здесь мы поставили его с электромотором, то есть он у нас электрический. Также вы видите, мы установили пневматический бумванг, оттяжку гика. В данном случае это поддержка гика. Кроме того, ребята, мы на мачту поставили монитор BNG, куда мы выводим основную информацию. Он настраиваемый. В данном случае здесь информация о скорости ветра, о скорости лодки и угле ветра. Apparent wind. Лодка автоматизирована, насколько это возможно, потому что это был запрос нашего клиента, и мы сказали: есть. Это карбоновые паруса у нас, это не тканные паруса. То есть раньше такие паруса были доступны только для высокобюджетных гоночных команд, для гоночных болидов парусных. Теперь же они пришли в мир круизинга. В отличие от гоночных парусов, они более долговечные. И с одной стороны они защищенные вот тафетой черной. Они действительно дают прирост скорости, и с ними действительно легче работать, легче укладывать, чем обычные докроновые паруса. И кроме этого, они действительно прекрасно выглядят. Так, ребятки, а теперь заглянем на наш рулевой пост. Как вы поняли, владелец этой лодки очень любит оранжевый цвет. Я тоже его, кстати, очень люблю. И вот здесь мы по вкусам сошлись, потому что мне вот эти оранжевые вставки в виде полоски, в виде штурвала очень заходят. Здесь что мы видим? В первую очередь мы видим управление мейнселом. То есть грот у нас управляется вот кнопочками, поднимается, и электролебедкой мы поднимаем фал, гротофал. Что еще у нас здесь есть? Конечно же, мы поменяли механические ручки на электронные. Но это вот я быстро так сказал, механические на электронные. На самом деле меняется полностью вся система, ставятся блоки, протяжка делается. А в итоге мы имеем электронные ручки управления. Кроме того, если делать все под брендом Garna, значит мы поставили электронику BNG. Очень толковая, надежная электроника. Сюда мы завели все. У нас здесь есть камера ночного видения, CAI, подсветка, то есть все заведено сюда. Отличное решение. Кроме этого, ребят, у нас, значит, на мачте, да, повторюсь, стоит камера ночного видения со штучным интеллектом CAI.
бывшая Оскар. Кроме этого, мы поставили молниезащиту Сертек. Многие говорят, что вот она помогает только там в 60% случаев. Ребят, даже 60% случаев это хорошо. Она вокруг топа мачты делает вот такой купол, где ионизирует атмосферу в каком-то объеме. Эта система пришла к нам из фильма Star Trek. Помните, когда включить силовые щиты? Вот хозяин здесь включает, все сразу купол, и ромулане не могут пробиться просто к этой лодке. Кроме того, мы планируем здесь поставить защиту от дронов и от крылатых ракет. И здесь, ребята, мы видим наши тротлы, то есть ручки управления газом, мотором. Я не настаивал именно на этой опции. Я сказал, что я себе поставил их только для демонстрации, для установки на большие лодки. Но владелец сказал, я хочу. Ну, даже на такой маленькой лодке, в принципе, это имеет смысл, когда вы самостоятельно швартуетесь, да, и вы можете подать здесь себе и швартовой, и управлять лодкой отсюда. А если вы рыбалкой занимаетесь, то же самое вы управляете лодкой, ребята. Я же говорю, это чистая сестренка, чистый близнец нашей Гарны. Далее, обратите внимание на тузик. Тузик у нас Гала, точно такой же, как и у меня. Но, опять же, с некоторыми наворотами. Здесь стоит электропомпа, уже стоят навигационные огни. Здесь мы поставили дополнительный аккумулятор внутри. Вот, для того, чтобы это все обеспечивать. Он у нас с консолью управления, то есть с рулем. Алюминиевое дно и хиполоновые борта. То есть, ну, самый топовый тузик, который можно для этой лодки найти. И все это венчает, ребята, мотор и пропальшн электрический, который очень легко заряжается, просто как, ну, как батарейка, скажем, да, от телефона, и как пауэрбанк. Вот, и им легко очень оперировать. То есть снял батарейку и все, и ушел. И в конце, обратим внимание, ребята, дополнительные утки мы поставили здесь на корме. То есть у нас основные с этой стороны и дополнительные вот здесь стоят у нас утки. Ну и, ребята, вы знаете, что это за устройство, да? Это у нас помпа автоматическая, программируемая, которая умеет сдувать, надувать все. Не буду на ней останавливаться. Скажу только, что мы сейчас ее устанавливаем практически на каждую лодку. Очень востребованная, хорошая штука. И погнали в кокпит, посмотрим, сколько там много интересного. Пошли. Мы запустили генератор, запустили кондиционеры. Сейчас в каютах будет прохладно, потому что сегодня, ребята, просто дикая жара в Ля-Рошеле. Остужать наши камеры будем в каютах. Что тут интересного? Смотрите, какие мы поставили динамики Rain 6. Наружные, хорошие, качественные динамики французской компании Ellipson. Точно такие же стоят у нас на нашем катамаране, который, кстати, ребятки, доступен для романтических выходов на заходе солнца, либо на лунную дорожку на Лазурке. И я вас приглашаю. Такие выпьем шампанского. Где-то буду я рулить, где-то кто-то из наших, поэтому bienvenue. Здесь мы поставили точно такие же динамики, они зарекомендовали себя очень хорошо. Уже не на одном, и не на двух, и не на трех катамаранах, мы их установили достаточно много. Но давайте окунемся в мир прекрасного. Вы посмотрите на эту красоту, друзья мои. Во-первых, мы заказали стол из массива дерева. Это для клиента сюрприз, потому что здесь с верфи шел пластиковый стол. Поскольку мы этот слот выхватывали, поэтому мы взяли с пластиковым столом и заказали вот такой шикарный стол из массива. Блин, он просто классный. Вот когда солнышко на него попадает, он становится просто невероятно красивым. Как я сказал, ребят, на этой лодке мы углубились очень сильно. То есть мы занимались всем, вплоть до подбора постельного белья, вплоть до подбора посуды, всего. Оцените вот это ведрышко. Клиенту идет ящичек Минути 281 серии, ограниченная серия. По желанию клиента мы подобрали набор не бьющейся посуды и набор бьющейся посуды, то есть керамической. Поэтому лодка укомплектована абсолютно всем. Но этот кокпит просто удостоен премии «Кокпит года». Смотрите, какие стульчики, специальные яхтенные стульчики. Они очень легкие, да, это алюминиевые итальянские стулья. И они очень легко, смотрите, вот так хлоп, и собираются. Вот могу даже одной рукой их держать. Ручки с натурального дерева, и дерево сочетается с нашим столом.
Вот. Мне очень нравится этот кокпит, ребят, просто магнифик. Вот здесь бы сейчас в эту жару бутылочка холодного минути была бы как никогда кстати, друзья мои. Это не наша, это уже клиентская. Это уже не мой зуб, это их зуб. А теперь, друзья, давайте зайдем в салон и посмотрим, что мы там натворили. А там... Погнали. Друзья мои, интерьер получился даже лучше, чем на нашем катамаране. Это я вам говорю честно. Вы посмотрите, как мы подобрали здесь фасады. Здесь мы использовали канадский орех. Он чуть-чуть светлее. И действительно, он очень классно здесь зашел. Вот посмотрите, да, ну действительно красивое, дорогое дерево. Тут мы пускаем целый ствол. У нас вот идет. Это работа дизайнера, который вот шпон наклеивает. Ну, вы просто оцените, блин, можно вот сидеть на диване и любоваться этим. Он выглядит прекрасно. Действительно, очень хорошо и удачно у нас получилось. Опять же, кропотливая работа людей, которые делали для нас шпон. Мы объясняли, что не надо смотреть на отходы. Нам важно, чтобы получилась действительно классная, красивая композиция. Ну и, да, стандартно кожаные ручки Foresti Eswardi мы поставили здесь. Опять же, комбинированную поверхность мы здесь поставили. У нас индукция и газовые вот чугунные такие комфорки. Фирма Luxor Hausgeräte. Здесь мы поставили экран, который у нас отражает нагрев. Вот такой из нержавейки. Кроме этого, мы здесь поставили water purifier, то есть очиститель воды. Мы ставим практически на каждую лодку. А здесь первый раз мы поставили purifier с ультрафиолетовой дезинфекцией. Там, в общем, такая лампа идет, она дезинфицирует воду. Ну вот, такой у нас будет эксперимент. Кроме этого, главный девайс, который просил клиент здесь установить. Та-дам! Губка Боб. Это, ребята, у нас посудомоечная машина Боб называется. У нее питание от картриджа, то есть вставляется картридж, и она берет моющее средство, от него сама решает. Кроме этого, простейшее управление, видите, как на плеере. Ее можно подключить через Wi-Fi к телефону, и вы можете запускать ее через Wi-Fi. Вот так вот. Симпатичная, во всяком случае. И оцените, ребятки, потолок. Потолок мы извратились. То есть мы тут максимально уже добавили алькантары. И давайте заценим шторки, которые мы пошили. Римские или не римские. Да, вот так они у нас открываются. Опля. А с этой стороны не полосатые. Хе-хе, прикольно. Здесь такие шторки, там вот обычная занавесь такая. Здесь вот такая вот занавесочка с кожаным ремешком. Вот такой магнифик просто получается. Эту часть мы тоже преобразили, ребят. Здесь была большая такая серая вставка, которая, ну, просто дешевила все это. А здесь теперь классный уголок. Здесь, опять же, это все из канадского ореха. Поменяли декоративные нержавеющие болты, поставили красивые, которые можно руками открывать. Здесь мы покрыли кожей. Здесь у нас теперь столик, такой штурманский столик, который покрыт кожей. И смотрите, мы поставили самый современный узкий чарт-плоттер. Симрадовский BNG. Simrad — это одна компания. Это датчик движения. Здесь стоит охранная система, да, вот ее датчик движения, датчик открытия дверей, камера стоит. Владелец за всем этим может следить с любой точки мира. Новый ультраширокий дисплей от Simrad действительно хорош. Мы сюда можем, как видите, завести всю информацию, абсолютно всю. Допустим, вот батареи, состояние наших аккумуляторов. Мы также можем включить камеры, посмотреть, что у нас происходит. Мы видим наружные камеры, вот себя можем увидеть, собственно. Также здесь заведена дополнительная информация. Вот, например, мы видим наши приливы, отливы, барограммы, прогноз погоды. Дисплей можно и на две части разделить, поэтому очень нужная и полезная штучка.
Я также себе хочу поставить на свою яхту такой же дисплей. Вот радар можно включить, и мы видим, что у нас и как вокруг. Второй дисплейчик — это у нас Victron, он меньше, он нам дает всю информацию о заряде батарей, о ситуации с зарядом, и также мы сюда можем навешать тоже дополнительные функции, и в будущем мы хотим это сделать. Я обязательно с вами поделюсь опытом. То есть вот великолепный такой уголок у нас получился. Здесь идет стандартный холодильник, который с верфи прямо шел. И обратите внимание, ребята, вот на эту часть, как она у нас классно получилась. Здесь опять же было большое серое пятно. Теперь здесь натуральная кожа с прошивкой, с алькантарой. Владелец не является меломаном, как я, поэтому он отказался от проигрывателя. Вот, а зря. И мы опять же добавили еще некоторые вставки. Вот этот уголок сделали из алькантары. Вот тут. Вот эту часть мы покрыли натуральной кожей. И смотрите, насколько красиво теперь это все выглядит. Насколько мы подняли статус этой лодки. Просто вот другой уровень, да? При том, что Фонтен Пажо имеет очень хорошую планировку, то есть здесь есть что улучшать. И, друзья, сейчас контент огонь, огненный контент, потому что оцените цвет этого дивана. Бомба! А когда я выбирал себе диван, моя команда говорила: ой, какой яркий диван ты выбрал, это будет неинтересно. А сам владелец выбрал вот этот бомбезный, классный, яркий цвет. Я даже не помню, как он называется? Кадмий? Кадмий? Ну, я его назову цвет огонь. Вы посмотрите, какое классное здесь лежбище получилось. О, ха-ха-ха-ха, друзья мои. Смотрите, здесь у нас подъемный стол. Опять же, небольшой сюрприз для нашего клиента. Мы сделали вот такую вставочку, чтобы здесь было вот такое валятельное место, потому что я знаю, что некоторые мои клиенты вот этим пользуются просто как большой такой софой, такой вот турецкой, и постоянно здесь вот валяются, постоянный движ здесь идет. Мы кусочек стола оставили, чтобы можно было бокал поставить. Посмотрите, это сочетание бежевой кожи с темно-коричневой прострочкой вместе с вот этим огненным таким цветом. Сочетание просто шикарное, в стиле такого Бентли или Range Rover. Что вам больше нравится, пишите в комментариях. Насколько он уютный и красивый получился салон с вот этим таким шикарным диваном. Здесь у нас натуральная кожа. Вот здесь мы тоже покрыли натуральной кожей. Здесь был заводской подстаканник, мы его убрали, потому что, ну, он ни к селу, ни к городу. Опять же, хороший стример поставили мы. Потом здесь у нас стоит усилитель Rockford Fostart 5-канальный. Вы оцените этот сабвуфер, ребята. Это же песня какая-то. И нормальный звук у нас идет через колонки Ellefson Planet L. Здесь у нас кожа натуральная, вставочки. Там у нас натуральная кожа. Вот эти корзинки, все мы подбирали сами, ребятки. И оно создает полностью действительно дизайн интерьера. Потом оцените эти поручни. Поручни мы поставили тоже сами, обшили их кожей. И ковровое покрытие. Оно дает нам уют, приятно ходить, опять же, ногами. И в то же время очень хорошо оно глушит звук. То есть у нас появляется дополнительная звукоизоляция. Вообще вот эти все вставки из мягких частей, они дают дополнительную звукоизоляцию, такую дополнительную тишину. Здесь у нас находится морозилка, опять же, для минутки, скорее всего. Что я еще не рассказал? Ну, опять же, часы с барометром, гигрометром. Это наша такая стильная штука. И кроме этого надо мной что? Проектор. Ребятки, поставил другой проектор, не такой, как у себя. Все-таки Epson 3 LCD гораздо лучше, намного выше уровень, поэтому поставили вот такой лазерный проектор Epson. И себе я тоже поменяю на такой. Вот видите как. И кроме того, ребят, посмотрите, как наши техники извратились, чтобы аккуратненько врезать экран. Да, он с электроприводом, потому что на нашей лодке мы его просто вот здесь поставили. Здесь мы сняли эту часть потолка, сняли с нее обтяжку, да, вот эту ткань. После этого вырезали, потом опять заново обтянули
и вставили сюда экран для того, чтобы вот он выглядел вообще просто как часть лодки. То есть он получился у нас абсолютно интегрированным. Как я сказал, это хреново куча работы, ребятки. Но зато теперь у нас экранчик, вот, который практически не видим, да. Ну, красота ж все-таки. Традиционно 12-вольтовую панель мы закрываем вот такой рамкой из плексиглаза, чтобы вы плечом не включали кнопки. Вот это для наших клиентов, мы делаем такое часто. И кроме этого, вот сама панель была серого цвета и не придавала это, скажем, эстетики яхте. И мы здесь закрыли это все натуральной кожей с прострочкой. И смотрите, по-другому теперь все это смотрится. То есть, ну, лодка выглядит намного статусней. А теперь, ребятки, давайте оценим гостевую каюту и заодно посмотрим, чего мы натворили в санузле. Все ручки мы поменяли на кожаные, на вот такие Foresti Swardi. И посмотрите, как красиво мы отделали пол в санузлах. В целом санузел за счет вот такого пробковой отделки выглядит просто шикарно. Здесь мы поставили электрические унитазы итальянские. Не скажу, что бесшумные, но достаточно тихие. Здесь тоже мы постелили ковровое покрытие по всей лодке. Опять же, добавляет акустического комфорта, по нем приятно ходить. И много панелей мы поменяли на алькантару. Вот эту часть, вот здесь, вот здесь. То есть все, где был пластик, мы поменяли на алькантару. Вот эту обивку тоже мы поменяли на алькантару. Выглядит она теперь гораздо симпатичнее, тактильно приятней. Мы даже постельное белье подбирали под эту лодку. То есть здесь комплект постельного белья будет на каждую каюту по 2. Кроме этого мы поменяли шторки, поставили более приличную дорогую ткань. Опять же подобрали по цвету это все. То есть очень много таких вот мелких деталей, которые мы сделали. И погнали в мастер-каюту, посмотрим, что у нас там получилось. Аля. Вуаля! Оцените эту красоту. Мы здесь, ну, действительно очень много поработали, чтобы получить вот этот результат. Оцените в первую очередь. Вот здесь мы покрыли алькантарой, то есть мы поставили панели здесь, да. И эти панели, кроме дизайна, красоты, опять же, работают как звукоизоляция. Вот, и выглядят очень красиво и так престижно. Все ручки мы поменяли. Здесь, да, здесь стояли квадратные ужасные ручки. Ну, они хорошие, качественные. Вот, но эти гораздо менее травмоопасны. И понимаешь, с какой стороны нужно открыть сам замочек. Панели из алькантары везде. Вот здесь мы все поменяли. Вот тут эти части мы поменяли светильник, поставили вот такой торшерчик. И все начало выглядеть просто вот сразу на супер яхту. Пуфик перешили. Он тоже был у нас, ребята, такого синего цвета. Вот это быльце, да, здесь было тоже синий такой жуткий цвет. Сейчас вы посмотрите, насколько все стало красиво. Изголовье мы сделали тоже из алькантары. Опять же, поменяли все шторки, ребятки, и они вот пропускают вот так приятно. Выглядит это все просто на 100 баллов. Давайте оценим, что мы натворили в санузле. В туалете, опять же, итальянский унитаз. Тихий, на пресной воде мы поставили, ребят. Важная штука, у нас не будет запаха. Вот, ручечки. Вот. Полностью мы сделали ковровое покрытие. И здесь оцените, насколько красиво у нас выглядит натуральная пробка с бежевыми прожилками. Опять же, приятно, не скользко на ней стоять. И тут мы разместили вот такую модную итальянскую стиралку с сушилкой. Насколько она у нас? На 8 килограмм и 5 килограмм сушки. Это максимальная стиральная машина, которую мы смогли сюда пронести. Нам даже пришлось снимать эту дверь, потому что она по-другому не проходила. Ну, итальянский дизайн мне нравится, красивенький. Я себе хотел такую. Видите? И куда без модной подсветки. Мы здесь разместили подсветку на палубе, на трансах и, конечно, сделали подводную. Вы видите, она меняет цвет. Можно с пультика установить любой нужный цвет.
но мне больше всего нравится синий. Да, вот синий вот просто обалденный. Мы сделали также подсветку, смотрите, вот здесь на мачте. Сейчас не очень темно, а ночью это, конечно, выглядит очень красиво, очень потрясающе. Что ж, друзья, вот такая вот яхта у нас получилась. Мне она действительно нравится. Вы видите, как я эмоционально реагирую, потому что яхта такая вот эмоциональная. Сам проект весь в таких эмоциях. Действительно было сложно очень работать, мы были ограничены по времени. Лодка получилась действительно на пятерочку, очень красивая, уютная, прекрасная. Я желаю, чтобы она приносила клиенту и всем, кто будет на ней, только удовольствие, добро, радость. А если вам, ребята, понравилась такая лодка, либо другая, и вас интересует вопрос покупки яхты, обращайтесь. Я, Саша Горан, и наша команда Интерпарус с огромным удовольствием вам поможет. И до встречи в морях!